Наше путешествие ведет через священные земли и легенды, которые словно оставили след в каждом камне, каждом дереве. Нас манила культура, притягивала тишина, где ваши шаги отдаются не только эхом, но и тихим напоминанием о незримом присутствии мира духов. На этом пути мы искали ответы, пробуждая в себе то, что, возможно, всегда было частью нас. Мы готовы начать наш духовный путь. Наше путешествие начинается в городе Кайсан, священном месте, где хранятся древние буддийские традиции. Здесь, на вершине горы, расположены более 100 храмов. Это одно из самых почитаемых мест в Японии. Среди густых лесов и древних храмов особое место занимает храм Акунаин, окруженный самым большим кладбищем в Японии, которое насчитывает более 200 тысяч захоронений. Могилы принадлежат в основном монахам и феодалам, что стремились упокоиться поближе к мавзолею монаха Кукай. Он считается основателем ветки буддизма Сингон. Легенда гласит, что Кукай не умер, а погрузился в вечную медитацию, и его дух продолжает наблюдать за теми, кто приходит в Кайсан в поисках истины. Эти дощечки называются эма. Люди вешают их у храмов, чтобы донести до богов и духов свои желания, молитвы, благодарности. Позже эти таблички сжигают при ритуале Огома. Прогуливаясь среди местных святилищ, наталкиваемся на храм Сёбодзин. Нам повезло попасть на уникальную огненную церемонию Гома. Во время церемонии монахи сжигают деревянные досточки, чтобы очистить души верующих и принести удачу. Молиться могут за здоровье родственников, за упокоение предков и за процветание бизнеса. Каждый приходит со своим запросом. В центре зала возвышается примечательная статуя – грозный воин с мечом, олицетворяющий защитника учения, известного как Фюдомео. Его образ напоминает нам о том, что на пути к просветлению иногда требуется решимость и стойкость. В ходе нашего путешествия мы собираем штампы, отражающие процесс прохождения тропы. Путь Камана-Кодо – это сеть старых троп на полуострове Кии, которая веками служила для паломничества. Одна из 2 паломнических троп в мире, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как и ее побратим Путь Сантьяго в Испании. Путь ведет к 3 величественным храмам под общим названием Кумана-Санзан. Храмы эти – Хонгу-Тайся, Нати-Тайся, Хаятама-Тайся. Еще в X веке каждое из этих мест было посвящено отдельному культу природы, пока позже они не стали уже важнейшими буддийскими центрами региона, связанными с силами исцеления, гармонией духа и тела. С наступлением ночи Кайсан преображается, привычный дневной шум растворяется, уступая место таинственной тишине.
В этот час с мягким светом оживают каменные фонари Торо. Помимо практического применения, свет в них читается даром богам и Буддам. Вступаем на тропу Кохэтси. Несмотря на то, что это дословно означает «малая дорога», она одна из самых сложных в сети Кумано-Кодо. Тропа соединяет Кайсан с храмами Кумано-Санзан. По этому маршруту протяженностью около 70 километров и набором высоты около 3600 метров паломники издавна поднимались через высокие горные перевалы. Этот путь требовал выносливости и духа и служил своеобразной проверкой стойкости, и не все решались пройти его полностью. Горы Кии издревле называют местом, где обитают боги. Здесь, среди лесов и скал, тропы Кумано-Кодо переплетаются с легендами, верованиями и историями. Среди ветров, шепчущих в деревьях, и теней, что прячутся в лесах, чувствуешь, как мифы оживают. Кажется, что сами боги и духи ведут тебя сквозь тишину лесов, а что-то незримое постоянно за тобой наблюдает. Например, какой-нибудь йокай, или по-другому аякаси, призрак или мифическое существо. Их бывает огромное множество. Некоторые приносят удачу, а другие опасны для человека. Я считаю, чая мы заслужили. И шоколадок тем более. В какой-то веке у нас в походе термос используется. Согласно местным верованиям, если ты передвигаешься по сложному участку, опасному, ни в коем случае нельзя смотреть назад, поскольку таким образом ты притягиваешь злых духов. Вот. Но формально назад мы не смотрим, ведь мы снимаем на камеру, но на всякий случай посматриваем через нее. На тропе не так много людей, и за долгое время впервые встречаем японскую пару. Среди гор Вакаяма бродит и Пандатара. Йокай с одним глазом и одной ногой, чьи тяжелый шаг и глухие прыжки эхом отдаются в тишине леса. Как правило, он скрытен, но раз в год становится кровожадным и может явиться путнику. Потому 20 декабря местные стараются не выходить в горы лишний раз. Наш первый приют – Минсику Каварабисо, небольшая сельская гостиница.
Аригато. Прохлада и шум дождя особенно подчеркивает тепло и уют японского дома. Здесь дождь не помеха, а часть общего ритма жизни. Конничева. Конничева. Мы хотим немного рассказать о месте, где сейчас находимся. Это Миншуку, то есть небольшой гостевой дом, который дает приют усталому путнику. Это немного похоже на классический рёкан, но все-таки не в таком оригинальном стиле. То есть, например, если вы видите на нашем фоне, двери выполнены на самом деле не из бумаги, а из стекла. Но сути это не меняет. У нас также есть татами, футоны и... Йокаты. Это полупансион, то есть туда входит завтрак и ужин. Миншуку находится в небольших совсем деревнях, и это даже деревни не назовешь, то есть здесь совсем мало жителей и, соответственно, нет никаких кафе. У тебя просто нет других вариантов, то есть ты можешь либо брать еду с собой, но если ты путешествуешь, скажем так, без палатки, налегке, то тебе нужно где-то есть, а Миншуку это единственный возможный вариант. Коротко о впечатлениях. Знаете, когда я бронировала изначально эти Миншуку, там всегда были такие отзывы. В этом гостеприимном деревенском доме такая пожилая парочка, владельцы, они такие милые. И я вот это читала и такая думала, блин, мы тоже там окажемся. Как мне хочется как-то окунуться в вот эту вот настоящую деревенскую жизнь. И мы тут. И все здесь так, как я и представляла. Ну, восхитительно. Вкусные запахи, приятные люди, все такое атмосферное, японское. Сейчас мы смотрим в окно, там идет дождь. В общем, здесь очень здорово, и я счастлива. Ужины и завтраки в Минсюку отражают философию васёку – японской кухни, основанной на гармонии сезонных продуктов. На ужин часто подают набэмоно – горшочек с бульоном на огне, куда гости сами добавляют мясо, овощи, грибы, создавая блюда прямо за столом. На завтрак может быть рис, мисо-суп, тофу, соленья и множество других блюд в небольших порциях на разных тарелочках, что подчеркивает гармонию и эстетику японской кухни. Забираем бенто на обед. Это порционные коробочки с едой. На протяжении паломничества по Кумано-Коду встречаются небольшие статуэтки Дзидзо. В буддизме он известен как Бодхисаттва, просвещенное существо, которое откладывает свое собственное достижение нирваны, чтобы помогать другим, путешественникам и душам умерших детей, которые не успели накопить достаточно добрых дел, чтобы пересечь мифическую реку Сай. Иногда встречаются статуэтки, одетые в красные шапочки и нагрудники. Японцы верят, что красный цвет отгоняет злых духов, а наряды и подношения символизируют благодарность и уважение к Дзидзу за его постоянную защиту. Помимо этого, статуэткам часто делают и другие подношения. Омойяри – это японская традиция, выражающая глубокое чувство сострадания и заботы о других.
Мы сейчас идем по дороге, и все было прекрасно, и вдруг совершенно внезапно задул такой нехилый ветерочек, причем достаточно холодный. Вот, даже баф нацепил. Кофту надела. Я, конечно, слышал, что в Японии времена года сменяются достаточно внезапно, но, блин, не настолько же. Кудасай. У нас привал, светит солнышко, красивый вид, вокруг деревья. И, конечно же, нужно отметить все это ланчем с бенто. И вот знаете, что самое приятное, это такой вот эффект сюрприза, потому что мы не знаем, что там находится, что нам положили, и это очень интересно узнать. Поэтому мы сейчас распакуем и посмотрим, чем мы будем сегодня обедать. Они, конечно, заморочились прям с упаковкой. Вот, конечно же, палочки, конечно же, рисовые комочки. У нас есть вермишелька, овощи и, наверное, это либо курица, либо что-то еще. Будем есть. Готовясь к походу по тропе Кумано-Кодо, мы тщательно изучали информацию о местной фауне. На одном из японских сайтов особенно запомнилась фраза «Самое главное в медведях – не столкнуться с медведем». Предупреждающие знаки на тропе постоянно напоминают нам об этой опасности, и мы можем только надеяться, что не встретимся с ними лицом к лицу. Чтобы успокоить страх, мы приобрели специальный колокольчик, который должен, по идее, отпугивать или хотя бы предупреждать медведей своим звоном. Но, к сожалению, от встреч с разнообразными змеями этот колокольчик, увы, не спасет. Как и от азиатских шершней, чей укус может быть смертельно опасным для людей. Одноглазый жрец или монах Хитацуми Нудо, способный достигать колоссальных размеров, поджидает путников, внушая страх тем, кто пересекает его путь. Это странствующее существо напоминает монаха, но только внешне. Он не несет людям добро, а наоборот способен вызвать панику и даже навести проклятие. При встрече сохраняйте спокойствие и ни в коем случае не смотрите ему в глаз. Посуда, оставленная у статуй, выражает признательность и создает символическую связь между миром живых и миром духов. Нальем чайку дзидза, да и про себя не забудем. Миншику Ямамото – это очаровательный дом в деревенском стиле, расположенный в живописной горной местности. Здесь придерживаются традиционного японского гостеприимства с акцентом на домашнюю кухню и свежие продукты. Мы проводим свободное время в домике для гостей в ожидании долгожданного ужина. Мы уже знаем, что нас точно ждет что-то интересное. На ужин местная рыбка, тунец, овощи в панировке, грибы, разносолы. Такое разнообразие редко встретишь в других местах, будучи в походе. Плотный и вкусный завтрак – это лучшее начало дня. Нам даже впервые предложили кофе, а не чай.
Леса Вакаяма населены кадама, духами деревьев, которые можно услышать, но редко увидеть. Говорят, эти невидимые существа оживают в вековых деревьях. Местные жители верят, что каждый звук и каждый шепот среди деревьев – это кадама, откликающийся на присутствие человека. Мы тут заметили такую странность на тропе. Вот мы сейчас шли, и всюду видны разбитые блюдца, какие-то бутылки. И вот я сейчас наблюдаю, в каком-то пеньке бутылка стоит, разбитое блюдце у дерева, с побитым горлышком бутылка красивая у знака загадки, дыры. Мы стараемся идти быстрее, чтобы успеть на автобус, и готовая бента очень экономит время. К тому же это всегда очень вкусно. Птица из леса поднимается в небо, смотрит на наш путь. Вдоль Кумана-Кодо можно встретить скромные святилища, небольшие алтарные сооружения из дерева. Это малые или вспомогательные святилища Оджи. Часто младшие святилища встречаются на значимых остановках для отдыха или перед опасными участками, чтобы паломники могли попросить защиты. Звонок в колокол привлекает внимание богов. 2 поклона. Два хлопка кашивада и еще один глубокий поклон. Таков этикет. Некоторые участки советуют проезжать на автобусе, так как в основном это просто проезжая часть, а не тропа как таковая. Сегодня у нас очень интересный ночлег в Минсику Тайоною. Внешне это простенькое здание у проезжей части, но хранящее множество секретов. И это не только медведь на входе. Не зря Тайоною переводится как «горячие воды солнца». Места тут славятся горячими источниками, и гостиница имеет собственный онсен – бассейн с горячей водой из источника прямо на террасе с прекрасным видом на горы. Этот Минсику – отличный пример того, как в Японии могут тесно переплетаться традиции и современные удобства. И посмотрите только на этот вид из окна. Мы хотели немного рассказать, как вообще устроен этот праздный ужин. У нас есть ингредиенты для нашего удона. И когда вот этот соус начинает вскипать, мы добавляем все в эту большую глиняную тарелку. И так оно и готовится. Ну, а пока мы ждем, когда удон приготовится, у нас есть масса вкусных закусок, которыми мы будем наслаждаться до готовки. Тут у нас и суши,
и десерты, и какие-то острые штуки, и вот какое-то даже мясо непонятное, рис и рыба. Я просто не успеваю думать даже, что я хочу. Татами – тростниковый настил, которым, между прочим, измеряются комнаты. На него мы стелим футон – традиционный матрас. Проходим среди рисовых полей. Рис настолько вплелся в культуру Японии, что в эпоху самураев регион и зарплату самим самураям оценивали по количеству коку, объему риса, который мог прокормить одного человека в течение года. На этапе Хатэнаси-тоге расположены 33 статуи Канон, символизирующие Бодхисаттву милосердия. Каждая из 33 статуй представляет одну из форм Бодхисаттвы и напоминает о ее роли как покровительницы, помогающей людям преодолевать трудности. Бодхисаттва – это не бог в обычном понимании, но и не человек, скорее некое просветленное существо или даже идеал. К тому же статуи служат ориентиром для паломников, идущих по древнему маршруту. На тропах, таких как Кумано-Кодо, можно иногда встретить канондо – небольшие храмы или часовни, посвященные Бодхисаттве Канон, воплощению сострадания. Канондо обычно находятся в живописных местах, где путники могли бы остановиться, чтобы выразить благодарность или попросить защиты на своем пути. Много орехов. Знаешь, такие были грильяж, вот, только мягкий. Мы уже на финишной прямой к окончанию этапа на сегодня, да и маршрута в целом. От осознания этого становится немного грустно. Мы стараемся запоминать и впитывать все, что видим. Прекрасный лес, древние камни, живой мох у корней деревьев. Далеко впереди возвышаются величественные 30-метровые врата, а значит, наш маршрут подходит к концу. Оюнохара Оттори
играют роль символического перехода из мирского в священное. Это место окружено рисовыми полями не просто так. Это олицетворение богатства и связи с природными циклами. Путешествующие по старым дорогам Кумана наверняка встретят изображение трехногого ворона. Ворон – Ятагарассу, символ тропы и посланник богов, а также проводник путников. Легенды эти уходят корнями глубоко в древность не только Японии, но и Китая. Но префектура Вакаяма хранит и более мрачные истории. Иногда огромную тень можно заметить в глубине озера или реки. Легенды утверждают, что в глубинах обитает Йокай Амэмэсэ. Он может вырастать до гигантских размеров, и если разозлить, вызовет разрушительные волны. Кто знает, может быть, именно он стал причиной мощного наводнения в 1889 году, которое разрушило древний храм Кумана Хонгу Тайся. Раньше храм находился на месте слияния рек Кумана и был главным центром поклонения на протяжении веков. Но катастрофа вынудила перенести храм на новое место, где он и находится по сей день. Но память о его прежнем расположении до сих пор витает в окрестностях. Мы подходим к Кумана Хонгу Тайся, осознавая завершение нашего долгого пути. У самого входа мы кланяемся и оставляем путевые палки наших верных спутников, которые поддерживали нас на каждом шаге этого путешествия. Это стало для нас личным ритуалом благодарности и надежды, что эти палки помогут другим путникам, отправляющимся навстречу своей дороге. Наш завершающий штамп и при этом самый красивый. Хотя наш маршрут Кумана-Кодо официально завершился в Хонгу, для нас путешествие продолжилось. Мы отправились в Нати, чтобы увидеть храм, овеянный легендами, и один из самых величественных водопадов в Японии – Сейган Тодзи. Достигли ли мы желаемого? Да и чего именно мы желали? Ждали ли мы просветления, какого-то озарения? Возможно, где-то в глубине души. За это время мы прошли десятки километров по древним тропам, открыли для себя мир, где оживают легенды с таинственными существами, что глядят нам вслед. Мы переживали дожди, преодолевали перевалы, встречали удивительных людей и места, наполненные тихой мудростью культуры Японии. Но в конечном итоге в таком путешествии важна не цель пути, а сам путь. Путь Кумана-Кодо.